Родительский контроль. Одно из главных нововведений Windows Vista, вышедшей для всех в 2007. Данная функция, как уже понятно из названия, предоставляет возможность установить различного рода ограничения на учетную запись не администратора. Проще говоря, для своего чада. Да и если вешать ограничения, то администратора любезно просят установить пароль, что кажется совершенно логичным и очевидным. Мои родители ограничивали мне только время проведения за компьютером, и то не через штатные функции Windows, потому что у меня тогда была XP, а через таймер в телефоне. Родительский контроль позволяет вести отчет об активности сеансов этой учетной записи. Дает возможность фильтровать посещаемые веб-сайты, загрузку файлов из интернета, задавать ограничения на время сеанса в день, ограничения на запуск программы и игр. Открыв отчет, можно увидеть, сколько раз было совершено входов в аккаунт, топ-10 часто посещаемых разрешенных и попыток входа на запрещенные сайты, какие игры запускались, какая почта отправлялась, какая музыка играла и какие приложения открывались. Там много чего можно найти. Забавно видеть, что некоторые домены Microsoft при включенном родительском контроле сразу записаны в список запрещенных. Я ничего даже внести не успел. Но если я вам скажу, что своего рода родительский контроль присутствовал и в Windows XP под совершенно другим названием и предназначением. В этом видео мы и рассмотрим данную программу. Подготовьте себе чаек, будет очень интересно. Вы, конечно же, спросите, а что это за программа и к чему ты в принципе клонишь? Речь идет о программе Windows Steady State, полностью бесплатной программе от Microsoft, расширяющей функционал для управления и прочего администрирования парком компьютеров. Steady State, или же ранее это называлось как Shared Computer Toolkit, в первую очередь предназначен для использования на тех ПК, которые являются своего рода общественными и им может воспользоваться любой желающий. В качестве примера можно взять школы, библиотеки, игровые клубы и актуальные в нулевых интернет-кафе. Вот насчет последних двух могу сомневаться, ибо сколько я был в компьютерных клубах, я видел только различные сторонние решения по типу Run-Pad Shell, Game Class или совершенно простых в виде компьютерного зала. Если кто-то админит ретро-клубы или просто компьютерные клубы, то напишите в комменты и поясните, чем пользуетесь. Спасибо. Первая версия Steady State стала доступна в 2005 году, и до самой последней версии была только под x86 редакции Windows. Настал момент установки этой программы. Как я уже сказал, она была полностью бесплатной, и скачивание с сайта Microsoft было беспрепятственным. Однако эта программа, кажется, была настолько мало популярной, что даже на archive.org всего лишь 4 копии программы, 3 из которых ведет на одну и ту же версию – 2.5. Да что уж говорить, на всем веб-архиве нашей команде удалось найти только один снапшот официального сайта с рабочей загрузкой. Ну, как есть, так есть. Тестируем версию 2.5, выпущенную в 2008 году. Установщик распространяется в виде MSI-пакета, и при запуске нам сразу показывают лицензионное соглашение. Конечно же, у нас тут два пути. Либо на выход, либо принять все это. Далее нас попросят осуществить валидацию нашей копии Windows. Не является ли она поддельной? Такое происходило во многих программах Microsoft, например, Windows Media Player 11 и Microsoft Office. Mелкомягкие в нулевые очень активно боролись с нелегальными копиями Windows XP, придумывая различные способы выявления таких копий. Появился Windows GNU Advantage в виде важного обновления, и при обнаружении нелегальщины добавляло несколько сюрпризов. Специальные задержки перед входом в аккаунт, сброс обоев на черный цвет, блокировка некоторых системных механизмов. Дала ли такая борьба свои плоды, подумайте самостоятельно, а вот критику это все получило достаточно. Скрытая установка обновления без ведома пользователя, ложное срабатывание и обвинение в шпионском поведении. А в 2008 году пользователи из Китая столкнулись с синдромом черного экрана, ведь WGA у многих выдал отрицательный результат проверки, что забавно. После успешной валидации происходит окончательная установка шедевра программы, создание одноименной службы и отключение фичи быстрого переключения пользователей. Ну и в конце нам предлагают скачать Windows Live Toolbar. Нет, ребят, спасибо, конечно, но у меня и так слишком много тулбаров. А вот подписка на мой канал никак не помешает, ведь вместе всегда интереснее.
Даже любопытно, сможет ли измениться топ-10 популярных подписчиков на канале за последние 90 дней? Результаты покажу через месяц. Что-то мы немножко отступили от темы. Steady State у нас на английском языке интерфейса, и чтобы все было полноценно и лаконично, Windows XP тоже будет английской. Во время первого запуска нам покажут окно с открытым разделом справки, где описываются преимущества и советы по корректной настройке данного софта. Закрыв окно справки, мы видим такую картину. Слева различные материалы до рекламы, посередине разделы глобальных настроек, а справа список всех аккаунтов с ограниченными правами в системе. Как видно, тут ничего нет. Самое время это исправить и создать своего рода тестовый полигон. Кстати, при создании учетной записи можно выбрать, на каком диске будет храниться новый аккаунт. Это очень удобно. Далее мы перемещаемся в раздел настройки только что созданной учетной записи. В основной вкладке нам предоставляется возможность установить лимит сессий, как использования, так и бездействия, показывать плашку оставшегося времени, перезагрузить компьютер после истечения одного из временных лимитов и прочие настройки. Также тут есть функция полной блокировки аккаунта, чтобы никто не мог изменить ваши стандартные параметры. Таким образом, учетка каждый раз будет тебя встречать как в первый, а все изменения от имени этого аккаунта удалятся. Windows Деменция. Вторая вкладка позволяет задать ограничения со стороны Windows. И есть 4 шаблона: максимальные, средние, мягкие и без ограничений. Не устраивают шаблоны? Вот справа список, вот галочки, и отмечай там то, что тебе удобно. Чуть ниже можно указать программе, какие диски нужно скрыть от этой учетки. В основном эти функции затрагивают меню пуск, проводник, корзину, инструменты по типу диспетчера задач, редактора реестра и консолей. Третья вкладка содержит такую же концепцию и уже затрагивает Internet Explorer, панель инструментов и Microsoft Office. Четвертая вкладка позволяет запретить запуск отдельных программ или каких-либо других .exe файлов. Отдельно хочу выделить функцию Windows Disk Protection. При его включении нас предупреждает, что когда это все будет установлено и работоспособно, на нашем диске будет создан кэш размером от минимума в 2 гигабайта до аж 50% от всего свободного места на системном разделе. WDP работает в виде драйвера, и после включения нам нужно совершить перезагрузку. После перезагрузки у нас включился не только WDP, но и без ведома настроилось расписание автоматических обновлений. Серьезно, здесь это так важно? В качестве примера можно создать текстовый документ, рисунок и заполнить их. Перезагружаемся и оп, нас ставят перед фактом, что у нас включен Windows Disk Protection, и нам нужно выбрать два варианта развития событий. Либо мы теряем те два файлика, либо мы их сохраняем. На размышление дается 60 секунд. Любое действие все равно нам даст несколько мгновений ожидания. Думаю, нам уже нужно приступить к первому входу в наш тестовый аккаунт с теми ограничениями, выставленными по дефолту. Процесс входа занимает некоторое время, и после чего мы видим наш очень красивый рабочий стол. В правом нижнем углу на несколько секунд появляется таймер и окно с предупреждением о ручном сохранении личных важных данных, если у тебя такое имеется. На рабочем столе мы видим все самое нужное и не очень. Мой компьютер и Internet Explorer. По диску C лазить можно, но присутствует множество ограничений. Текстовые файлы смотреть запрещено, доступ к блокноту закрыт, редактор реестра очевидно будет тоже закрыт, но картинки и локальные .exe файлы смотреть можно. По другим местам за рамки моего компьютера в 90% случаев ничего не предлагается. Internet Explorer с сокращенной панелью инструментов. Настройки недоступны. Скачивать разрешает, но не на рабочий стол. Скачанные .exe и .com файлы запускать запрещается, хотя могут быть исключения в виде запроса пароля администратора. И тут рассказываю лайфхак. Система вызывает это окно при случае, если файл будет подписан как install или setup. Если вы знаете пароль администратора, то и командная строка запускается, и диспетчер задач открывается. Но Doom, к сожалению, не работает, за кадром пробовал. Правая кнопка мыши здесь заблокирована почти полностью. Ни в проводнике, ни на рабочем столе, ни на панели задач выпадающий список толком вызвать нельзя.
Меню «Пуск» выглядит следующим образом. Выход из системы и список с программами. Лаконично, просто, содержательно. В списке программ здесь показываются не все элементы, это заметно по отсутствию папки «Игры». Почему так? Некоторые ярлыки программ поселяются в папке All Users. Там показываются ярлыки, которые будут доступны всем, без исключения. Однако на уровне системы можно задать запрет показа таких элементов. В итоге имеем, что имеем. А как вообще устроены эти ограничения? Это все возможно благодаря редактору реестра и функционалу групповых политик в рамках пользователя. Такое можно провернуть самостоятельно, если вы точно знаете, где находятся их параметры и кусты. Однако не думаю, что такое будет как-то актуально. Сейчас можно забавы ради оставить компьютер в бездействии и посмотреть на реакцию системы. Как видите, у нас появляется обратный отсчет до автоматического выхода. И чуть позже осуществляется сам выход из системы. Каким было дальнейшее развитие программы? Windows Steady State официально поддерживалась на XP и Vista. Windows 7 уже не подходит. С 31 декабря 2010 года скачать ее уже нельзя. А в 2011 поддержка была официально прекращена. И в качестве альтернативы Microsoft предлагала использовать функцию восстановления системы. Вообще, честно говоря, часть функционала Windows Steady State таки была унаследована от родительского контроля. Запрет запуска определенных программ, лимиты по времени, белый список сайтов. Есть же пересечение функционала. И Windows Disk Protection появился в разновидностях линейки серверный Windows в 2012 году. Да и функция история файлов тоже давным-давно существует, но я никогда не видел пользователей этой фичи, без шуток. Учитывая существование альтернативных программ подобного рода и сферы применения, Windows Steady State не снискал особой популярности, но как решение это выглядит очень интересно и любопытно. А что вы думаете об этом? Пишите свои мнения в комментариях. Пока вы думаете над этим, самое время поздравить всех с наступающим Новым Годом. В этом году, конечно, пришлось немного попотеть, но все основные идеи и цели я смог реализовать. В новом году я бы всем хотел пожелать не только счастья, здоровья и морального благополучия, но и встретить как можно меньше ограничений на своем жизненном пути, и в то же время оставаться человеком. Прекрасно понимаю, что многие скорее не досмотрели до этого момента, но очень хотелось, чтобы мои пожелания были как-то услышаны. На этом пока все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения, вместе интереснее. Делитесь роликом везде, где только можно. Огромное спасибо за просмотр и вашу активность. Также благодарю всех людей, поддержавших канал копеечкой. До новых встреч, дорогие друзья!